Спасибо. Привет. Привет всем. Но я не говорю по-русски. So I will try to speak in English. Sorry for that. Извините. Okay, so my name is Dennis Teisu here. I work for Agentство Press news agency. I'm the head of Medialab. The Medialab is a unit of research and development in new media and technology. Меня зовут Денис Тейсу, мы видим имя, там написано, есть агентство Франс, Пресс, и у нас есть такая специальная медиалаборатория. And I've been working for the last 2.5 years. И я там работаю, возглавляю медиалабораторию последние 2,5 года. In the InVID project, which is a European project. Это вот проект, который вы видите название InVID, европейский проект. Which started as building tools for verification of social media video content for the news industry. Который как раз начался как проект по разработке инструментов верификации для социальных сетей, верификации видеоконтента для новостной индустрии. And of course, since last year, since 2017, we have pivoted a little bit to focus more on fake news. И в последний год, вот с 2017 года, у нас такая центральная тема, на которой мы концентрируемся, это fake news, фейковые новости. Of course, verification and fake news are related together. Конечно, проблемы верификации, проблемы, как можно по-русски, наверное, не переводить, фейковые новости, фальшивые новости. Фейковые новости — это очень тесно связанные области. So thank you for the opportunity to. Спасибо за эту возможность говорить здесь с вами об этом. So the InVID project is that's a Horizon 2020 European project. That's the funded project of the European Commission on submission, and that's an open call, and you just apply, and you can, if you get funded, then you can start the project. So you're participating. Yes. И проект, в котором мы участвуем, это называется «Горизонт 2020». Это европейский проект, финансируемый Европейской комиссией. Каждый может подать заявку, и вот мы выиграли грант и получили этот проект. So we have the coordinator is the Information Technology Institute from Thessaloniki in Greece. Координатор этого проекта — организация Институт информационных технологий из Тессалоников греческих. We have the University of Module Technology from Austria. Есть университет модульных технологий из Австрии. We have University of Lleida in Catalonia in Spain. И университет из Каталонии, вот этот университет Лейды. We have a French SME startup called Exomachina here, which is about forensic Exomachina. Exomachina, French, French, французская организация. Specialized in forensic analysis. И она специализируется на судебных анализах. We have a startup, Austrian startup called WebWizard. In media we have AFP and Deutsche Welle. Да, и медиа представлены агентством Франс, Пресс, AFP и Deutsche Welle. And we have the subsidiary of the technical subsidiary of APA, Austrian Press Agency. И у нас также есть австрийское пресс-агентство APA. So it lasts for 3 years. We have a 3 years social innovation action. И проект рассчитан на 3 года. Такой инновационный проект рассчитан на 2016-2018 год. Как раз он касается видеоверификации в социальных сетях для новостной индустрии. And within this project, we have developed a plugin. И в рамках этого проекта мы разработали такой плагин, to verify, to debunk fake news. Который разоблачает, то есть верифицирует новости, разоблачает фейковые новости. And to verify videos and images. И верифицирует видео и картинки. So this is free of charge. This is free. Плагин этот бесплатный. And usable by anybody. Использовать его может кто угодно. So this plugin, the aim of this plugin is to empower journalists in verification. И цель этого плагина — дать такой мощный инструмент журналистам, которые хотят верифицировать новости.
So here are some of our users. We have BBC social media И using уже it. среди тех медиа, кто использует этот плагин, BBC, France Television, французское телевидение, France 24, The Observers, Observer, Франция 24, Eurovision, Евровидение, of course, the Traveler Deutsche Welle, partner. конечно, как наш партнер по проекту. We have in our logs in Google Analytics, we see that we have a TV novosti as well. Мы видим ТВ-новости из России в нашей Google аналитике. And we have a New York Times company as well. New York Times также использует этот плагин. And what is, at first, we developed that for the journalists. И поначалу мы этот инструмент предполагали, что будет использоваться журналистами. But we have triggered a lot of interest from media literacy. Но также у нас есть интересы со стороны организаций, занимающихся медиаграмотностью. So this is the academy Потому for что вот это, например, медийная академия. for studying for journalism studying from the biggest Она обучает студентов German TVs. В Германии, телевизионщик. ARD and ZDF. Это АРД и ЗДФ. And we have also interest from human rights communities. И также мы встретили интерес со стороны комитетов ООН. Human rights like Amnesty International and United Nations High Commissioner for Human Rights. То есть Верховный секретариат по правам человека ООН тоже заинтересовался нашей программой. So we have more than 3,000 users in more than 100 countries right now. Сейчас у нас больше 3000 пользователей из более чем 100 стран. Okay. I just switched to the methodology. What we tried to do. So I found Я that немножко this расскажу morning. о методологии, что мы пытаемся So we сделать. use a methodology which is called design thinking. Мы используем дизайн мышления в образовании, что называется дизайн мышления. So this is the methodology of design thinking. Basically, there's three phases. The first one is inspiration. Это дизайн мышления характеризуется тремя фазами. Первое – это вдохновение. The second one is ideation. Второе – это воплощение, идеация, да, воплощение в образ. And the third one is implementation. А третье – это, собственно, воплощение уже как исполнение. So this is in fact, this schema is the original design thinking schema from a Silicon Valley company called IDEO. И вот эта схема первоначально разработана компанией в Кремниевой долине, которая называется IDEO. So with empathia. Начинаем с эмпатии. This is focus here of practice. Да. Okay. Generation of ideas. No, I guess. Генерация идей. Yeah. Генерирование идей. Prototype. Создаем модели для тестирования найденных решений. Testing. Okay. And getting feedback. So basically, that's a methodology. The first point is to have empathy with the user and put yourself in the place of the user. Первая стадия – это проявить эмпатию к вашему пользователю, понять, что ему нужно, ответить на его потребности. To understand what the user needs, not to ask them what they need, but to understand exactly what they need. То есть идея в том, не чтобы спросить, что вам нужно, да, а вот эмпатийно почувствовать, что нужно вашему пользователю. And once you have done that, then you can create new ideas and test those ideas with your users. И когда вы это почувствовали, когда вы эту фазу прошли, получается, что вы можете уже разрабатывать идеи и дальше их тестировать на своей аудитории. And after, then you can start building software. И после этого вы начинаете разрабатывать какое-то программное обеспечение. And to test again, and there's a lot of И тоже его interaction. тестировать, и это все происходит в интерактивном режиме. So I discovered, I had my slides in English, but I discovered this morning that it was translated in У Russian. меня слайд был на английском языке, но сегодня утром я обнаружил, что уже есть перевод этого слайда. And this website is about applying design thinking in education. Ага, и вот как раз веб-сайт, который как использовать дизайн мышления в образовании. I will share my slides anyway. I will share with you. Я поделюсь своей презентацией, поэтому можете рассчитывать.
In the inspiration, so we didn't use this one, we used the English one, but we used this, the verification handbook. И вы использовали в своей работе вот это руководство по верификации, естественно, здесь оно на русском языке, мы его используем на английском. So with the idea to learn about the verification process. Чтобы получить идеи, как обучаться процессу верификации. And we rely also on personal experience. И также мы опирались на личный опыт. Because I'm a journalist and I've been working more than 20 years on the ground. Потому что я, например, журналист и более 20 лет работал, так сказать, в журналистском поле. My last position, for example, was in Madrid in 2004, and I was doing the bombings, for instance, in Madrid, and so I... In where? In Madrid, Spain. Я, например, освещал теракт в Мадриде в 2004 году. Okay, so this is a good book to understand the verification process. Это очень хорошая книга для понимания процесса верификации. I didn't see it as a PDF, but you have the full book is available free of charge on the website. И книга доступна в свободном доступе. Я не видела русский вариант в виде PDF, но ее можно... Есть. PDF, по-моему, нет. Есть. В общем, в любом случае можно читать онлайн. Так. Ну да. Поэтому есть по-русски. Yeah, we have a PDF. Okay. Another source of inspiration was один источник нашего вдохновения это working with First Draft News. Проект First Draft. So the draft is an international non-profit in the United States. Это международная некоммерческая организация, которая основана в Соединенных Штатах. But recently moved to Harvard University. Harvard. Boston. But still in Harvard. Yeah, Harvard. Yeah. This is more French pronunciation. Yeah, that's right. И этот центр расположен в университете Гарварда. Я никак не могла понять, Harvard это что. And this is the free way that First Draft News is fighting against misinformation, and especially they are building educational resources. Not yet in Russian, but they are dealing with it in many languages already. И вот это три пути, которыми мы стараемся бороться с дезинформацией и с фальшивой информацией. Также мы разрабатываем образовательные проекты, пока еще не на русском языке, но вот на английском для международного сообщества. And we worked in this cross-check with First Draft News and Google News Lab in this cross-check operation, which was a collaborative journalism project on the French presidential election last year. И проект вот этот кросс-чек, мы с ним тоже сотрудничали по освещению французских выборов в прошлом году. What is important also in terms of understanding is the networks and the propagation. Here you have the view of, for instance, Twitter or YouTube, which are available directly online. Then Instagram, Facebook, we are more closed companies and it's more difficult to search inside. And then you have more underground networks or mobile applications where that's completely private network where it's very difficult to search. И нужно понимать, что вот такой есть айсберг, да, как бы с Твиттером и Ютубом, который более легко анализирует, потому что у них все как бы в доступе. Дальше у нас Инстаграм и Фейсбук такие более загадочные, более закрытые компании. И есть другие мобильные приложения, которые используются людьми, да, но в которые очень сложно добыть какую-то информацию, потому что они частные просто компании. So it will be interesting this afternoon with Helen's presentation that we look at what is, here in Russia, what kind of networks. I know that you have the contact here. Да, сегодня после обеда, вот, когда уже Лена выступает, подробнее обсудим, какую роль играет, потому что здесь есть ВКонтакте, да, это основная социальная сеть для русских людей. Возможно, Телеграм. Возможно, Сережа Прокоп придет, он как раз ВКонтакте и... We might have another Russian speaker here. So I think that's interesting to understand exactly how this information is propagated. Очень интересно просмотреть эти пути распространения информации. Yeah.
This book is also interesting. It's a very small book. It's 9 pages only. Вот еще вот эта книга очень интересная. Она очень маленькая, буквально 9 страниц. That's not very recent research. That's from 2011. Ну, там не такие уж свежие данные, то есть она там использует данные исследования 2011 года. But that's very interesting because that's also about the. But this is actually from cognitive science. Ну, она интересна тем, что рассказывает о некоторых закономерностях когнитивной науки. And we are analyzing, for instance, what we call the backfire effect. И она анализирует то, что называется эффект, как сказать, отдачи, вот когда. Boomerang effect. Или эффект бумеранга. Обратный эффект. Yeah, which is that when you are explaining a debunk, for instance, you have to focus very much on the facts. И она объясняет, что когда вы разоблачаете какие-то мифы, да, или дезинформацию, вы основываетесь на фактах. Because sometimes, when you explain it, people understand, but a few weeks after or a few days after, they forget, and sometimes they even reinforce the rumor or the. Но эффект состоит в том, что когда вы объясняете что-то человеку на логическом уровне, он как бы понимает это в этот момент, да, но через буквально какое-то время у него рассеивается вот эта аргументация логическая, может быть даже наоборот он помнит миф в его первоначальном виде больше, чем разоблачающую информацию. So this book is in many languages, but not yet, as far as I've seen, in Russian. Это брошюра, эта книга переведена на многие языки, но я не видела еще пока ее на русском языке. На русском ее нет. Но про когнитивные искажения у нас тоже уже много, про убеждения. Yeah, this book is not in Russian, but we do have research about cognitive distortion. Okay, just a few words about the fake news phenomena. So this is Wikipedia. And you put like F word. Yeah, I know, like something else. But I will show you why. Я вам расскажу, почему я так написала слово fake, которое похоже на другое слово. Но это информация про дезинформацию из Википедии. So, and First Draft News is working on that as well. We prefer to use. We should use disinformation instead of fake news. Ага. И вот First Draft, вот эта организация американская в Гарварде, центр, он предпочитает слово дезинформация определению фейковых новостей. So why? What do you say why in Russian? Почему? Почему? Why? Because if you look at fake news in Google Trends, если посмотреть на вот гугловские тренды you see that на fake news, it was flat. мы видим, что вот это была такая плоская линия. It was mainly satirical programs. Большинство fake news касалось каких-то сатирических программ, каких-то пародий. But at the end of the American elections, Но в конце американских выборов, you have the Pizzagate. Вот это была Pizzagate. Произошел, которая история, когда там в пиццерии, там, в подвале чего-то там. Then you have Donald Trump. И Дональд Трамп там на пике. And when you look at the regions for fake news queries on Google, и когда мы видим вот разные регионы, которые употребляют слова fake news, если в Гугле посмотреть, you see that all the queries are related to Trump. Большинство вот поисковых запросов касается Trump fake news, да, или там Trump fake news CNN, Donald Trump fake news, CNN Trump. And Breitbart, which is a clickbait website supporting Donald Trump. Кликбейтовский веб-сайт. And I made an analysis of, it is up to date until the 21 of February. Я сделал такой небольшой анализ, но он касается вот срока до 21 февраля 2018 года. The real Donald Trump, since Twitter real Donald Trump, since December 2016, с декабря 2016 года, so 184 tweets about fake news. Опубликовал 184 твита, именно те, которые касаются фейковых новостей. And those 184 tweets globally, they got. И на эти 184 твита, как бы, эти твиты собрали 6 миллионов 303 961 ответа, значит,
4 миллиона 312, почти 313 тысяч ретвитов и 18 миллионов, да, лайков. And what Donald Trump is talking about when he's talking about fake news is... О чем говорит Дональд Трамп, когда он упоминает фейковые новости? То есть какие сопутствующие слова там употребляются? Russia, видите? So media, CNN, New York Times, Washington Post, Russian, Washington Post, русский, Россия, новости, NBC, ABC, Trump, Clinton. Клинтон. So he's talking about media most exclusively when he's talking about fake news. То есть вот эти медиакомпании, которые он почти всегда упоминает, когда он говорит о фейковых новостях. So if we look at fake news from the audience point of view, если мы посмотрим на фейковые новости с точки зрения аудитории, there is this interesting study from Reuters Institute at Oxford. Очень интересно есть исследование института Рейтера в Оксфорде. And fake news are basically for the audience the news you don't believe. Они говорят, что это новости, которым вы не верите. And one of the problems of using fake news in the journalism world is... И одна из проблем, почему вот это... В чем проблема использования слова фейковые новости в журналистике? That people identify poor journalism as one of the main sources of fake news. Потому что аудитории кажется, то есть ассоциация между плохой журналистикой и фейковыми новостями очень прочная. So that's a problem for us because that's a kind of I would say I mean that's confusing. Это проблема для нас, потому что это сбивает с толку. Because the word fake news also is a weapon, has been weaponized by politicians. И еще потому, что само слово фейковые новости, да, было взято на вооружение политиками, которые атакуют журналистов. Okay, so I'm going to show you some examples of this information with the plugin that we have developed. Я покажу вам некоторые примеры вот такой дезинформации, которые были проанализированы с помощью нашего плагина, который мы разработали. Okay. So I'm going to first there's a video. A xenophobic campaign against migrants in the French presidential elections that we debunked during the cross-check operation. Я покажу вам видео, которое использовалось широко в Твиттере и в Фейсбуке в такой ксенофобной кампании против мигрантов во время президентских выборов во Франции. И там говорилось, что вот мигрант, который пришел за бесплатной медицинской помощью, атаковал медицинского работника во Франции. И это видео было разоблачено как раз вот в кросс-чек проекте, который использовал наш плагин. Okay, so this video arrived on Facebook first. Сначала это видео появилось в Фейсбуке. There's clearly an ultra-right Facebook page. И явно эта страница была такой ультраправой. Okay. Because that's called against racism against white. Против расизма это против белых. And название страницы. So this video, just saying we are curating them and they like us or something like that. What the media are hiding from you. И видео, конечно, было с такой подводкой, что вот мы их лечим, типа они наехали, да, и что от нас скрывают СМИ, что вы не узнаете от официальных медиа. So this video is showing a man beating nurses in a hospital. И на видео видно, как человек, вот этот мужчина, избивает медицинского работника прямо перед камерой. In France it made 15 million views. Во Франции видео посмотрели 15 миллионов человек. Mostly also because the main TV found out that it was fake, and when they published it, many people looked at that. И в основном из-за того, что как раз когда разоблачили, по телевизору сказали, что это фейковые новости, еще больше людей посмотрели это видео, чтобы убедиться своими глазами. And the following day there was this tweet, the same video. И на следующий день был твит с тем же самым видео.
And with a more explicit wording here. И такой более уже откровенный язык использовался. At the public hospital, a nurse assaulted by a migrant. То есть больше была описана ситуация, что в общественном госпитале, в бесплатной больнице пациент избил врача или медсестру, то есть медицинского работника. A migrant who came to search for free healthcare. Пришел он туда бесплатно за бесплатным медицинским обслуживанием. And here it means stop the universal healthcare for foreigners. И надо остановить вот эту аббревиатуру для бесплатной медицинской помощи для иностранцев. So this example was quite important for me. Этот пример для меня лично был очень важен. And it was debunked manually. Он был разоблачен вручную. The way journalists were working before our plugin. Так как работали с видеожурналисты до того, как появился наш плагин. By making screenshot manually, screenshots of Когда video. вручную делали скриншоты видео. And uploading those screenshots one by one. И по одному вот эти кадры видео загружались в систему. To Google Images. В Google Images. Or Yandex Images. Или Яндекс. So what we did, here is our plugin. Здесь вы видите как раз интерфейс нашего плагина. So we have 7 tools. Есть 7 разных инструментов. And one of them is a keyframe extractor. И один из них это как раз вот эта покадровая, как ее назвать, раскадровка, да. So we put the video. То есть мы помещаем туда видео. You press a button. Нажимаем кнопку. And you get for each sequence of the video, each different sequence. И вот каждый кадр у вас там You get a keyframe. Отдельно. And on this keyframe, И вот you can perform several. И на каждый кадр вы можете вызвать вот это меню, да, и разные тоже инструменты применить. So you can use a magnifier. Можно увеличить, zoom. Да, сделать зум to see implicit knowledge inside the image. Чтобы увидеть какие-то детали, например, мелкие. Or you can send it to several search engine, image, reverse search Или engine. вы можете послать это в поисковые системы разные, причем Google, Baidu или Яндекс. And T9, we have also the Canadian now. И еще один есть, который здесь пока не отражен. T9. Yeah, so we use the big data of Google, Baidu, Yandex and T9 to search whether those images have been published in the То past. есть мы используем базы данных Google, Яндекса и T9, чтобы искать похожие картины. It can help also to find out a location. Также она помогает определить место съемки. If you have some kind of monument or some kind of well-known location, or some location which is already known by Google, by Google. То есть если там в кадр попадает какая-то статуя, да, или известный памятник, то что Google уже распознает как некий известный объект. So when we saw this example, we thought that we needed to give to the community, to give back to the community of media literacy, journalists and human rights, to give tools to do better job in debunking. И когда мы посмотрели это видео, мы как раз решили, что нужно сделать такой инструмент для журналистов, который позволил бы более легко производить вот эти все операции по верификации. So here, if we search for Yandex, если мы посмотрим в Яндексе, you find out вы обнаруживаете, что that this video has already been published. Что это видео уже было опубликовано. And in fact, it was a drunk guy in a Novgorod hospital. Ага, то есть это пьяный пациент, который пришел в Новгородскую больницу, избил там врача. Да, и вот видите, оно разошлось по Европе как видео против мигрантов. So I took this example because that's a real example. Да, и это на самом деле реальный пример, я его решила использовать. I thought that a Russian example is more appealing for you. Потому что подумала, что российский пример, наверное, вам будет как-то ближе сердцу. It could be French, it could be American, it Но, could естественно, be это может быть пример и французский, и американский, и любой другой, везде все одинаково. And it's not finished. Да, еще это не конец истории. So here, this fake was widely reported by French media.
Во французских медиа очень как бы подробно осветили этот кейс. Here, what is important in terms of media literacy? И что очень важно в терминах медиаграмотности. Let's give it back. Yeah, that's this kind of affordance. Вот поместить какое-то крупное обозначение, что это именно фейковые новости. Because if you don't have this, Потому что если такого значка нет, then you may have this boomerang effect that we talked about. мы возвращаемся к этому эффекту бумеранга, о котором мы говорили. Because this kind of images, Потому что такого рода картинки, we are talking not to our rational brain, они but to our emotional brain. проникают как бы к нам в мозг не через рациональную часть, а через образную часть. So that's important to just put very prominently that this is a fake. То есть очень важно какой-то крупный и заметный знак поместить, что именно это фейк новости, чтобы это было частью картинки. Okay, so the story goes on. In Italy, a few days. So just to give you back the chronology, in Novgorod in February, 1 month after in France, then 1 week after in Italy. Чтобы вам дать хронологию, то есть история произошла, она была опубликована в феврале вот в России, через месяц она появилась во Франции, через неделю после Франции в Испании. And when did it It was on the 24th of March. В It was 19th. конце марта в Италии. And a doctor, a woman doctor, and some nurse have been assaulted in Ну и опять же, да, там говорят, что докторесса, да, то есть женщина-врач и медицинский работник были избиты в местной больнице. 1.4 million views on Facebook. 400 тысяч просмотров было на Фейсбуке этого видео. Only in Italy, right? Yeah. No, maybe, but mostly in Italy because that's in Italy. You know, That's this post. yeah, and that's a website. That's News24. Ага, и это веб-сайт, то есть это страница в Фейсбуке, страница официального медиа iNews. And here you have a comment from somebody just putting back here the same. That's a reply. Ага, это вот в ответе было тоже кто-то еще раз запостил это That's a видео. reply saying this is the result of the integration. Ага, и вот результаты вот этой нашей хваленой интеграции, да, кто-то комментировал, да, то есть это комментировалось в разрезе проблем мигрантов. In Italy, it was debunked by this blog. В Италии это было разоблачено вот этим блогом Давид Пуэнте. And disinformation, no? Yeah. То есть он здесь тоже написал дезинформация. But the game is not over yet. Но опять же история еще не кончается. In Spain. В Испании. So this is El País talking. El País newspaper. El País, газета известная. So that means the truth behind the fake about the assaulting of a Muslim in. No, this is the truth behind the intoxication, behind the fake here. This is El País talking about the fake on Facebook. So they're not presenting this. Yeah. El País как раз эту историю разоблачения поместил, то есть он мне перепостил видео, рассказал вот, что это видео фейковое. And the fake had 3 million views on Facebook. Ага, тем не менее, 3 миллиона, вот, там подчеркнуто 3 миллиона просмотров вот этого фейкового видео на Фейсбуке было только в Испании. And here, that's you can even see bandicam.com. That is a website to capture videos, to capture. Yeah, you can see even these kind of things. That means that people are sharing any kind of bullshit. То есть там сверху какой-то веб-сайт, то есть люди расшаривают еще какие-то свои там ресурсы вписывают, да, то есть расшаривают всякую странную информацию. And the last one, so what is interesting here, the last one is in Turkey.
И последний пример был в Турции. In September 2017. В сентябре уже 2017 года. But in that case, they say that it is Syrian refugees. Но они пошли дальше, они сказали, что это не просто мигранты, это сирийский беженец. So this website state.org Вот этот веб-сайт state.org, has been set up by some young Turkish journalist который основал юный какой-то молодой турецкий журналист, to gather all the stories about fake news against migrants in Turkey. и он специально занимается как раз сбором фейковых новостей против мигрантов, да, как фейковые новости нападают на мигрантов, и он опубликовал это разоблачение. And we found that because of the similarity search. И опять же мы это все нашли, потому что искали вот по этой картинке. Some images give you results in French, some others give you results in Spanish, some others in Italian, То есть some others in некоторые кадры Turkish. нас выводят на итальянские веб-сайты, некоторые кадры выводят на французские, некоторые на испанский и так далее. And what is interesting also, that's Umberto Eco calls that in one of his books, The False or Falsity. Что интересно, Умберто Эко использовал термин у себя в книге «сила фальши». Да? Because why? Because Google, Yandex is using similarity search. It works well. Яндекс использует поиск по картинке, которая похожа, да, и там все нормально работает. But Google is using similarity search И and predictive guess by artificial intelligence. А Google не только ищет похожие картинки, но еще применяет элементы искусственного интеллекта и пытается как бы предугадать этот best guess, да, догадка, что это за картинка. So these results are good. This is the debunk. Эти That's the результаты, debunking story. которые выводятся, они, так сказать, правильные, потому что они как раз дают на первых строках разоблачение этой истории. But this one Но вот это, то, что называется вот, is догадка, artificial ignorance. это не искусственный интеллект, а искусственный, как бы это сказать, искусственная глупость. Why? Because here it says French nurse assaulted by a migrant. Потому что вот опять же здесь используется вот это клише, что французская медсестра подверглась нападению мигранта. That means that the Google index is being polluted by fake news. То есть получается, что этот гугловский индекс, он уже весь заражен и загрязнен потоком фейковых новостей. So that's the false or falsity. И это вот сила фальши в наглядном примере. That was the chapter of a book of Umberto Eco. Это у него глава такая книги есть у Умберто Эко, которая называется «Сила фальши». Another example on images. Еще примеры с картинками. So this is a story by Bellingcat on 24th of November. 14th November. История сайта Bellingcat 14 ноября 2017 года. And I can show you immediately. Which was reported in Russia by this Twitter account that's called Conflict Intelligence Team, English version. Да, для России это был важный пример, и был разоблачен конфликт, как она называется, команда по расследованию конфликтов, которая в Москве находится. So there was the use of one particular image. И они использовали вот одну конкретную картинку. This one. Вот эту. And when you look at this image, this one. Если вы посмотрите на эту картинку. So with a right click, we go for the menu and we look at where those come from this image. Опять же, мы можем в этом плагине нажать на одну кнопочку и в меню выйти на поиск в Google. Then you find out that it was an image of video game. Да, и вы обнаружите, что это картинка из видеоигры. So that's another example, but okay, I put this Russian example, but I have also other examples from America. Опять же, это всего лишь один пример из моря разных примеров. Я выбрал российский, но на самом деле это такого же плана пример могу привести из любой другой страны. I don't. You were aware of this one? Вы знаете, наверное, да, об этом? You knew about it? Да. Yeah. Знали, вы слышали, что Министерство обороны... It was Конечно, reported. конечно, это обсуждалось, и это это опровергалось. And it was also questioned,
and objected. Оправдывался. Minister of Defense had to give explanations. Google's artificial intelligence description very different from previous one. Yes, this one is good. Yes. Yeah, that's right. This the best guess here is good. Да, здесь вот это описание картинки, которое дает Google своим искусственным интеллектом, оно получается правильно. It depends. Ну, то есть всегда в разных ситуациях Maybe I can make. получается. Let's try something. То видео, поскольку оно, видимо, не форматировалось через официальное, оно было совсем, видимо, он его не читал, слишком много было мусора, которое добавилось. А здесь, скорее всего, карты. Ну да, я понимаю. Да, ну, нам Цукерберг уже сказал, что он нам правильно и настроит. Ясно, как это настроится. Ангажированность ангажирована. То есть просто презумпция свободы в принципе нарушается. Okay, I have put this image. Вот этот имидж я задаю. I have put this fake image from Ben Laden. Это фальшивое изображение, да, погибшего Бен Ладена в таком зеленом цвете. Okay, so Google has changed. It puts me SEAL Team 6 Osama bin Laden here, and the SEAL team, that's the special commando went to kill Ben Laden. No, a few weeks ago it was Osama bin Laden dead, photo real. Ага, то есть сейчас пишут SEAL Team, то есть это группа, которая пошла и убила Бен Ладена, да, буквально 6 недель назад. Вот эта строчка описания выдавалась, что мертвый Бен Ладен настоящий. А на самом деле никогда не было, это мы всегда говорим, что есть лишь одна фотография, которая легитимизирует это убийство, когда на убийство в прямом эфире смотрит весь истеблишмент американский. Картинка Обамы. А там не видно, на что они смотрят? Нет, они смотрят на экран, и это единственная фотография из Белого дома, которая подтверждает, что вот, ну, реакции видны, но картинку не видно. Yes. Yeah. But not his face. Yeah, because this picture, Потому что вот это the picture I showed you before, is a fake. То изображение, которое до этого показал, это фейк. And this comes from a Ridley Scott movie. А это из фильма Ридли Скотта. Да. Black Hawk Down. Падение Спасибо. That's a war movie about Somalia. Да, это кино о войне в Сомали. So you see that, and Google changed it here, but it depends where you are, but here that's not accurate. Но опять же, зависит от того, где вы делаете этот поиск, все равно немножко не точное описание. So sometimes artificial intelligence works, sometimes it doesn't work. Иногда искусственный интеллект срабатывает, иногда не очень. Another example, Еще один пример. I call that iconic example because Я его называю таким иконическим, it looks a nice picture. потому что очень такая красивая картинка дается. So you have the Spanish police Это испанская полиция trying to пытается stop остановить the Catalan people людей Каталонии, who want to vote for the 1st of October которые referendum. в референдуме 1 октября хотели проголосовать за отделение Каталонии. And the guy here says photo de Pulitzer. In Spanish that means a Pulitzer picture. Ага, и тот, кто разместил эту фотографию, написал, что это лауреат Пулитцеровской премии. And says, I'm sorry, but I don't know who is the author. Он говорит, я прошу прощения, но не знаю, кто автор. That's in Catalan. And so just we take the Опять же, мы берем эту right click, картинку, нажимаем правую кнопку на этом we take the плагине, menu, and we can search for it, и делаем and we will поиск. find the picture without flag. Мы находим такую же картинку без флага. And in our plugin we have a forensic analysis. И в нашем плагине заложен вот такой
как сказать, инструменты судебного репортерства, судебного анализа. So this is a forensic tool which comes from a previous European project called Reveal. Ага, и там использовался опыт предыдущего проекта европейского, который называется Reveal, как типа разоблачение. Yeah. And so we took it because that's the same partners who are in InVID. Поскольку у нас на проекте InVID работают те же самые партнеры, мы их смогли использовать. And here in JPEG Ghost. Ага, и в JPEG Ghost. It is the program or like software? No, that's filters. GPS, по местоположению. Фильтр, то есть Просто разные фильтры. фильтр, который показывает вот этот призрак того, что там использовалось. The filters are so it's analyzing the binary file. Бинарный файл анализирует вот этот And программу. for alterations of color, of light. И ищет изменения на каком-то этапе были произведения по цвету или по насыщенности, по компрессии. And here you can see very clearly. И здесь очень четко мы можем видеть, Here что there's a rainbow effect, not very visible here и because еще of на the screen. других там эффектах и фильтрах мы видим, что But this one, флаг как бы отличается от остальной картинки. so the flag has been added to То this есть picture. флаг туда был пририсован. So this is how to change some regular picture into an iconic picture. Ага, то есть как взять обычную фотографию и сделать из нее такую икону, запоминающуюся по ситуации. Sorry, what do you use to do it? It's Photoshop or it's... This plugin. Oh, It's from plugin? It's from a plugin? yeah. Вот этот InVID, который. So with this picture it works very well, but С этой картинкой это очень хорошо сработало. one of the problems on social media is that the pictures are too compressed. Но проблема с социальными сетями, что там часто картинки очень сильно сжаты. But you can always search by similarity Но first, опять же можно сначала сделать поиск по then find такой out же the bigger картинке, resolution, and найти then apply the более forensic крупного review. разрешения картинку и уже тогда ее прогнать через вот этот анализ. Okay, I'll go back to video. This is a video on Facebook. Вернемся к видео. Это видео, которое было размещено в Фейсбуке. It was released on the Egyptian Facebook page. И оно было размещено вот этой египетской странице в Фейсбуке. As being an attack in a Sinai mosque on 24th of November. Что это было нападение 24 ноября, нападение на мечеть. So we use the plugin again. Опять же мы используем наш плагин. So we can here we can put links from YouTube, Dailymotion, Facebook, Twitter. Сюда можно размещать ссылки из YouTube, из Dailymotion, из Facebook, из Twitter, или Instagram. Dropbox, или Instagram, LiveLeak, или других социальных сетей. Or here I use the MPEG-4 file, I mean just the video file. Или можно использовать вот сам файл MP4. Again, we look for Опять же мы разбиваем его на кадры search engines. и запускаем Again, if I use поисковики. Используем Яндекс, например. By the way, most Western journalists before our plugin were using only Google Images. И до того, как появился наш плагин, большинство западных журналистов использовали Google Images для поиска картинок. But now there's a lot of people now starting using Yandex. А сейчас, после того, как наш плагин появился, уже все прониклись работой Яндекса и все чаще используют Яндекс. In this example, Yandex was better than Google. И вот именно в этом примере Яндекс, например, сработал лучше, чем Google. And because Yandex is better for, of course, for Russia. Потому что, конечно, Яндекс лучше и для России, если речь идет в России или в бывшем Советском Союзе, Turkey, в Турции and Middle East. и на Ближнем Востоке. So here you could find out very quickly and very easily. И здесь очень легко и быстро находится. So what is good also about Yandex, and they give you the resolution. И что еще хорошо в Яндексе, они дают разрешение. Ну, So в that's good смысле, always to come back to the. отмечают, какого разрешения картинка. And you find out very quickly that this video, in fact, was already published in 2015. И мы находим, что это видео уже было опубликовано в мае 2015 года. And that's a blast in a mosque, but in Saudi Arabia. И это действительно взрыв в мечети, но происходило это в Саудовской Аравии.
And here you can see even a tweet. И вот здесь вы видите этот оригинальный твит. And of course you can look at the code source to see whether it is a tweet or whether it is a picture, for instance. И опять же можно посмотреть на оригинальный твит и посмотреть, это была картинка или это было целое видео. But we have a Twitter advanced search in the plugin. И в нашем плагине тоже заложен такой продвинутый поиск по Твиттеру. And here, for instance, so there is already on Twitter, you have already an advanced search. И в Твиттере уже есть продвинутый поиск. What we have done, in fact, Что мы добавили, это we have added the capacity to search by time range. мы добавили возможность делать поиск по времени, по отрезку времени. So here I'm checking if the tweet I've seen before is accurate. Здесь я хочу, например, проверить, вот этот твит, он настоящий или нет. So I'm using the ID, Я использую имя автора поста. the name, and here I put the 24 hours, or even more, 48 hours. I put a time range of 2 days. Я здесь ввожу время, которое я хочу именно на которое я хочу нацелиться, да, то есть тут 2 дня получается, двое суток, с 28 мая там, 0 часов до 23:59, 29 мая 2015 года. And this is using a trick that Twitter is showing to journalists into newsrooms. Это вот такой инструмент, который Twitter предоставляет новостным компаниям и журналистам. But we have automated it. То есть он уже был в Твиттере, но мы его автоматизировали. And so you click on the button, you click here, И нужно нажать значит, Submit, да, ну, то есть запустить and процесс. you get this. Okay. So what does the plugin? What does this functionality? Is changing the date of the calendar into this. It's original in Twitter, right? Yeah. No. This is not. This is. Your plugin changed it to like real time, but in Twitter they use this settings, right? Yes. Yeah. They use it. This is time. This is the time, but for computers. В Твиттере вот этот уже инструмент заложен, но там время дается вот не как мы привыкли задавать время, а это время для компьютера, да, то есть это какое-то количество секунд, прошедшее с определенного момента. This is unique timestamp. Это вот такая уникальная метка времени. So that's the time for Mac computers or for Linux computers. Это для компьютеров Mac'ов или Linux'ов. That's the number of seconds. Это количество секунд, которое Since the 1st of January 1970. Прошло с 1 января 1970 года. То есть вот их вот конкретное летоисчисление. So for journalists, if you have to do it by hand, going to one web page called Epoch Converter, then copy and paste, and that's complicated. То есть, в принципе, журналисты могут так анализировать, да, есть сайт, который называется Epoch Converter, да, то есть вы можете ввести туда время и вам дадут это количество секунд, но это, тем не менее, вручную было достаточно долго делать. So here you click on a button and that's done. А в нашем плагине мы это автоматизировали, то есть вы нажимаете просто на менюшку и вам это все сразу выдается. And what is interesting about that for media literacy? Что интересно еще в плане медиаобразования и медиаграмотности? Is that we use the advanced search. We don't use APIs. We don't use application programming interfaces. Мы не используем программные, как это сказать, интерфейсы программного обеспечения. Because the application programming interfaces APIs from Twitter are limited in time. Потому что те поиски, которые заложены в самих социальных сетях, они очень ограничены по времени. And here you can go back into Twitter 10 years. You can look at everything. Вы можете искать что-то, что было размещено в Твиттере 10 лет назад, то есть здесь ограничения по времени нет. That's what I use, for instance, for the Donald Trump tweets, for instance. So we trace. Even though they're so pretty recent. Yeah, but it was 2 years. And Twitter shows you only like what limit of. No, you can go back in the past indefinitely. Yeah, here in the plugin, but not Twitter. No, not really. Ну, то есть я это использовала как раз, чтобы поднимать старые твиты Трампа, потому что если просто через Твиттер искать, вам так далеко не дадут разобраться, а через этот плагин
можно дальше во времени искать. So you can document use case from the past. То есть вы можете эти документы поднять из прошлого. Of course, if the media are still there, if they have been erased or removed or because Ну и естественно, если этот твит оригинально не был там удален, да, или как-то изменен. Okay. Okay, another example. Еще один пример. This guy is a Trump supporter, Вот этот товарищ, называется, сторонник Трампа. and there was an attack in Paris, in Paris, Notre Dame, Когда был теракт в Париже, on the 6th of June 2017, 6 июня 2017 года, and the guy posted this on Twitter saying that he was there and something bad was happening. да, он написал, что-то ужасное происходит за моим окном около Нотр-Дама. And showing this video. Пожалуйста, молитесь за нас, и показал вот это видео. The same video Ага, и такое же видео was used for another attack, but in Brussels. ага, было приведено как пример атаки уже в Брюсселе. And this one in Paris was used by the Italian newspaper Il Giornale. Ага, и вот эта якобы парижская картинка была использована в итальянской газете Il Giornale, Which belongs to Berlusconi's blog. которая принадлежит брату Берлускони. Видеократия. Videocracy. So the same, we get the. Ну и опять же, The families. прогоняем вот это видео через тот же самый инструмент. And this time we see that we have some signs here on the keyframes, so we can use the magnifier. И уже мы видим вот на этапе раскадровки, что там есть какие-то дорожные знаки, мы их можем через увеличитель, через лупу увеличить. Видим, что там написано Филадельфия. So you see Philadelphia. Here you have a do not enter sign, И мы видим знак, который говорит на английском, да, что въезда нет, which is not very common in Paris. то есть что не очень распространено в Париже. But I mean, for an American, it's Но в принципе теоретически возможно. Ну, наверное, скорее so в that's not in Америке. Paris, То definitely. есть понятно уже, что это вряд ли в Париже. And so this is another mistake from Google, but Опять же, they changed здесь, it. сейчас они изменили это, да, что испуганные люди, напуганные люди бегут от Годзиллы. Yeah, but I took an old slide because I have a more recent slide where they put it right. Но это более старый, уже устаревший слайд, потому что сейчас они изменили это But описание. it still retrieves the good movie, which is World War Z. И тем не менее оно нас выводит на картинку из фильма. In fact, in the movie, Всемирная война Z, я не знаю. in the movie you have Brad Pitt driving a truck, Да, и там в фильме Брэд Питт but едет за рулем that's грузовика. perpendicular. That's in this way. Да, но он, как бы зритель смотрит не отсюда, камера снимает вот оттуда. So that's a filming of the movie. И получается, это кто-то снимал со стороны, как снимают кино. Yeah. And here you can see the crane Здесь вот camera, мы видим вот этот This is the camera. экран, да, и с камерой, which is going after the truck driven by Brad Pitt. камера направляется за грузовиком, который едет за испуганными бегущими людьми. Okay. Another example of the magnifier. Here that's a plane that was allegedly used by a candidate in the French presidential election. Ага, и еще один пример вот использования такой лупы, да, увеличителя. Это самолет, который использовался кандидатом во французские президенты. So you can see here, for instance, the number of the plane. То есть здесь видно номер самолета. Yeah. So I can show you. Okay. So if I go here on Google. And N614 RD. This is the number that we can see. Yeah, that's very Если мы good. вводим вот этот номер, Then you get everything from the plane.
И можно получить всю информацию о самолете с таким номером. So you get what kind of plane it is, Gulfstream, aerospace. То есть здесь тип самолета, да, что. So it was not a plane in France because it was recorded. It was registered in Florida. And the last time it was in action, but it was a plane in service between 1987 and 2016. То есть это самолет не французский, не был никогда во Франции, он зарегистрирован во Флориде, Соединенных Штатах, в штате Флорида, и вот использовался с 1987 по последний раз 2016 год, 14 марта. So that's just an illustration image. That's not the plane that one person should. То есть это просто картинка была использована для иллюстрации, да, и никакого французского там кандидата в президенты в этом самолете не было. So that's a way to find out implicit knowledge within the images. И это вот как раз один из способов получить такую достоверную и неопровержимую информацию из картинки. We have metadata as well. У нас также есть метаданные. So on social networks they are mostly erased. Которые в социальных сетях практически все недоступны, стерты. But on what we recommend to journalists, in fact, что мы рекомендуем журналистам, is to use I have it here. Is to ask the people they want to get the pictures from the social network. If the journalists want to take a picture from the social networks, they have to ask the owner for the original picture. That's better. То есть лучше, да, если вы хотите какую-то картинку проанализировать, попросить человека, который опубликовал, исходник. Why? Because. Почему? Because that's a picture I took in vacations. Вот это, например, фотография, которую я сделал во время отпуска. But you know what is the device, exactly the device. И тут видно, на что снято, когда снято. You have a date. Время и дата. Yeah. And you have plenty of metadata. Да, и очень много вот таких метаданных. But you have a GPS coordinate as well. Да, и даже координаты GPS. So the way journalists are working with this, when you copy and paste, you go to Google Maps, for instance, you put the coordinates. На этом принципе все наши расследования я So that's was an investigation about Yelp here. Наша коллега using GPS. Да, нужно взять просто эту информацию, поместить в Google, да, и на Google Maps и найти эти. So what we did, in fact, because here you have to copy and paste, but the search engine are not using the same format. Опять же, можно сделать, скопировать и copy-paste сделать, да, но поисковики используют другой формат. So sometimes you have to change the coordinates. Иногда нужно менять координаты в соответствии с форматом. So to simplify, и чтобы упростить этот процесс, we automated. Мы тоже автоматически So сделали такой конверт. If I click on this button, если я просто нажимаю на эту кнопку, I get directly to the location where the picture was taken. Я вот сразу переношусь, то есть мне сразу дают локацию, сразу место расположения. And if I use того, где сделана Google эта Street картинка. Here, Google Street. Если посмотреть, I can see directly where the picture was taken. Можно прям вот увидеть, где эта картинка была сделана, и можно сравнить. I can compare the picture, visual, with what Google Street View is showing to me, to see whether it is the same place. Картинкой Google, которая дает мне изображение этого места. So everything in a few seconds. И все это за считанные секунды. There was this story in September last year. Была история в сентябре прошлого года. So sometimes not only the picture is fake. Иногда не только образ, не только картинка фейковая. Sometimes the photographer is fake as well. Иногда сам фотограф фейковый. In that case, в этом случае, it was a Brazilian surfing wow photographer. Такой, как бы сказать, сталкер, да, военный фотограф
Surfing. So it was Свободный фотограф. a big mythology. Да, это была такая мифология около. That he survived to leukemia and he was a suffer man and even the picture of him is fake. Ага, военный фотограф еще и он переживший лейкемию сам. Вот, и все, ну то есть был целый образ такого военного фотографа создан, который целиком оказался фейком. So what he did, this guy, is that Что он делал? he was taking pictures from famous pictures. Он брал известные картинки. He was stealing pictures from regular photographers and just flipping it. Ага. Mirror. Сделали? 100. Сделали? Yes, То есть ну, крал, да, фотографии фотографов, известных фотографов, он их, как это называется, переворачивал по вертикальной оси. 180 degrees. 180 degrees. Как в зеркале, да, там. And the problem is that he was fooling the media, but also the search engines. Да, и такие картинки могли одурачить не только СМИ, но и поисковики тоже. Because the big story on the technical side of the story, that means that the search engine are not able to retrieve picture which have been. Да, то есть обнаружилась техническая дырка вот в поисковиках, то что они не могут искать перевернутые картинки. And I know I used to work for agency France Press as a photographer, and I know that they are not allowed to use the pictures which are flipped. Yeah, because once I sent them the picture and it was flipped because I had a reflection, a sign reflecting in the water on the ground. Yeah. And they refused to take it because they are not allowed to use the picture with any kind of Агентство Photoshop Франс, editing or получается, something. не разрешало, да, использовать перевернутые перевернутые, картинки. да, Даже как авторская как бы концепция. In that case, there was no, textual sign, for instance, that you see immediately that it is. Ну да, вот в таких картинках, особенно где нет никакого текста, который вам может навести на мысль, что она перевернута, и непонятно, что она перевернута. So what we did in the plugin. Что мы сделали в своем плагине? So if you take the fake Gaza picture, so this picture was sold as being a Gaza picture. Ага, и эта фотография презентовалась как фотография из сектора Газа. By this fake war Вот photographer. этим фальшивым Эдуардом Мартинс, военным фотографом. So what we did, we added a functionality here, a И flip мы тоже functionality. сюда добавили вот такую функцию flip. So you can reverse the image. То есть можно картинку перевернуть. Here it works a little bit differently because we can use only Google. Здесь по-другому немножко работает, потому что здесь можно использовать только Google. Because this is a new picture. И это вот новая картинка. And on Google you can encode the picture, the full picture, you can encode it in text. И в Google можно закодировать картинку в символы и таким образом прогнать через поисковик. So if you click on that, it opens Google Image. Если вы нажмете на эту кнопку, получите имидж из Google. And you have just to do a Ctrl-V or Apple-V to copy and paste the code of the image. И можно там скопировать и взять этот код картинки. And in that case, Google retrieves. И в этом случае то, что показал Google. And here that's a good guess for artificial intelligence. Да, this это one. как раз Because it retrieves that this искусственный picture is интеллект не about Kirkuk. ошибся, потому что он говорит, что это картинка из Киркука. And finds out the original website from the photographer Daniel Britt, the transition. И находит автора этой первоначальной фотографии, настоящей фотографии, Даниэл Брит, которая была снята в Ираке. And here is the website of. So here you find out the original image. Да, и здесь можно найти как раз вот первоначальный оригинальный снимок. When we verify images, for instance, if you don't find anything on Google, Baidu, Yandex, and T9, then you still can try if the image is not. И опять же, если вот вы ищете картинку, пытаетесь ее верифицировать, и вам Google, Baidu, T9 и Яндекс ничего не выдают по поиску, да, можно попробовать перевернуть ее. On the plugin, I will show you a couple of things more just after. Сейчас еще парочку вещей. We got very good feedback. У нас очень хорошая была обратная связь по поводу нашего плагина. For instance, Claire Model, who is the head of First Draft News.
Say this is a must download. World, которая руководительница First Draft News, вот этого центра в Гарварде, сказала, что это очень хороший инструмент. Craig Silverman is the author of this verification handbook. Крейг Сильверман — это автор книги по верификации, которую мы вначале видели, тоже хороший оставил. Saying that we, I mean, if you are a reporter, you should Если вы install this. репортер, то вам этот плагин нужен, нужно его установить. Here that's Mark Frankel from BBC Social Media. Марк Френкель из BBC, Social media. сайт социальных сетей BBC, Saying it is really тоже useful. крупными буквами написал, что это очень полезный инструмент. And Ben Decker is from, he was from Storyful, he just joined First Draft News as well, saying it is a must-have for any journal. И Бенджамин Деккер, который раньше работал журналистом, сейчас тоже присоединился к этой команде First Draft News, тоже сказал, что это must-have для любого журналиста. And the feedback we get from the social networks, we put it on this Twitter moment here. Ага, и вот здесь вот Twitter Moments, мы все собираем отзывы, когда люди пишут нам про наш плагин. Okay, this is Claire Wardle from First Draft News. Это Клэр Уордл, управляющий директор First Draft News. So I first started using InVID about a year ago. Я полгода назад начала использовать этот плагин. It's the best tool. Ну да, это самый классный инструмент. Очень много там функций полезных, которые больше нигде нельзя найти. Это потрясающий набор инструментов. В общем, такой рекламный ролик для InVID. And here is the web page from our website where you can find the version for Chrome, which links back to the Chrome store. And here you have the version for Firefox on the three different operating systems. Russian? No, the three different operating systems. Ага, то есть можно пойти на вот эту страницу и там скачать этот инструмент для соответствующего, как это называется? Операционной системы. Да, спасибо. То есть для Chrome, для Mac, для Firefox. So before finishing here, we can, of course, I can take questions. Я послала всем от РБК до новых. Пусть запись. So it's already sent to all the Russian media. Perfect. Let me try here. I'm going to put down a bit because the VGA is a bit small. Okay, so in the plugin, here is the plugin. So I showed you most of the features. Here we have this one is about. Это вот как раз этот плагин онлайн. Я вам уже показала, в принципе, основные инструменты. I have a little problem of the screen is too small. Экран недостаточно большой. Can you see it now? Видно, но так, не очень хорошо. So we have here, this is contextual verification for videos. Это контекстная верификация для видео. Where we look at, here I don't remember what it is. It is about Syria, this one for instance. Это, например, видео про Сирию. So we look at all the metadata available about the video. Нам показывают все метаданные, которые доступны для этого видео. We look at the channel here. Мы видим здесь канал. We look also at the comments. И смотрим, сколько комментариев. Here there's no comments on this particular example. Ну, на этом конкретном примере 0 комментариев. We look at the comments and we try to extract the most interesting comments for debunking. И, ну, когда есть комментарии, иногда можно посмотреть на комментарии, самые интересные, взять вот с целью разоблачения, если это нужно. And here, those thumbnails are, this is from Russia, a video from Russia. We extract the thumbnails from the YouTube or from Facebook. И мы можем брать видео с YouTube или с Facebook. Which are less accurate than the analysis of the video that we know that's real pictures from the video, because this can be changed by the people who are uploading the videos.
Ага, но мы знаем, что там меньше метаданных, да, или может быть там хуже разрешение, но там есть реальная картинка, и мы знаем, что люди, когда помещают видео, они могут что-то потом изменить. Yeah, so we have a map also for locations which are mentioned in the description of the video. Также нам показывают карту, да, с расположением, где было снято это видео, которое берется из метаданных. Yeah. And there's a button also to search for YouTube videos, to search on Twitter if somebody is talking about this video on Twitter. И также можно искать, например, если кто-то это видео перенес в Твиттер, да, то есть запостил в Твиттер, и там люди это обсуждают, такое тоже найдется. So this one I showed it several times. I mean that's the extraction of. Вот эта вторая кнопка that's я video несколько раз уже fragmentation. вам показывала, когда раскадровка происходит видео. This one is like Amnesty International metadata viewer. Amnesty International metadata viewer. Amnesty International, это международная организация по защите прав человека, использует метаданные. You have a special tool for that, or? Now this is before our plugin. Перед тем, как был создан наш плагин. The state-of-the-art tool for video was this one. Ага, то есть самым таким используемым инструментом был вот этот Amnesty International. So before our tool, that's what the tool was used by Newsroom. Was this one. Okay. То есть прежде чем появился наш инструмент, большинство новостных организаций использовали вот этот. And you get the thumbnails here, and you can perform reverse search only on Google and only on YouTube videos. Ага. Ну, поиск можно было производить только через Google и только среди ютубовских видео. No, okay. Okay, so this was the tool before. Ага, то есть это инструмент, который использовался до нас. And here we have the same, more or less. Ага, здесь ну, более-менее то же самое. But we can go for Но more здесь search можем engines. большее количество поисковиков использовать Яндекс, Bing и T9. And so if you submit here, Если вы сюда зайдете, it opens видео открывает. It opens 4 tabs for each thumbnail of the video. То есть открывает все, как называется сам все обложки, да. Yes, so you have several tabs for each image. It opens the tab. И в разных вкладках открывает по одной обложке. And the idea was to go quick to verify these images. Идея в том, чтобы сразу они открылись, да, чтобы быстро верифицировать картинку. But we can do it with 4 search engines instead of only one. И можно это делать опять же через 4 разных поисковика. This is the twisted search I showed you. So here you have the calendar. Это вот продвинутый поиск по Твиттеру, который я даже вам показывал. Where you can set up very easily the time range. Здесь очень легко можно задать временной отрезок, в рамках которого вы ищете что-то. And you can search for content. И можно искать, соответственно, какой-то контент. The forensic page can be used directly here. Вот это расследовательский инструмент, который здесь может быть использован. So there are several non-fakes, like this one or this one. This is Sarah Palin, for instance. That's a fake picture. This one also. So this is our just example. We are going to put more examples. Yeah, it's going. Ну, там использованы некоторые примеры, которые постоянно пополняются. То есть мы будем добавлять эти примеры. Well, I don't know where it's going. Let me come back to that. Here's the explanation about the plugin. Да, есть некоторые инструкции по использованию плагина. Here is a tutorial. И есть такое обучающее видео. So you have a 9-minute video explaining what I've been explaining here. 9-минутный ролик, который объясняет, как пользоваться этим инструментом. All the explanation of all the features here. Объясняются все функции, которые там есть, все кнопки. There's something that I didn't show you.
I need to show you now. This is the tutorial, the first tutorial. Okay. Okay. Oh, the Wi-Fi is a bit. Okay, it's back here. So, for instance, in this picture, here you can see very well good because of the projector, but here that's a joke. That's an American soldier. They have put other flags here from France, Germany, and others, saying American doing the job of all the others. Ага, это такая карикатурная картинка, здесь может быть из-за проекта не очень видно, как будто у солдата здесь разные флаги, и там сверху написано, что я делаю работу всех вот этих стран. And here, if you look at the picture, you can see that. Yeah, maybe a resolution. Yeah. So this, So it puts doing the job of the others, and here you can see that there is a. и вот этим как раз инструментом видно, что. So the flags have been added, like the flag from Catalonia or something. Ага, то есть так же, как в примере с каталонским флагом, да, то есть там было добавлено в картинку это надписи, это. То есть видно места, где картинка была изменена, да? Да, so you can see where the picture was altered, right? Yes. When you see something else. This is just an Instagram page of a guy who is making plenty of tricks. Ага, ну это просто вот пример, когда, как его зовут, Зак показывает интересные монтажные трюки. Yeah, the video is Because it's too slow. bandwidth, too slow. But what I wanted. Здесь не хватает сигнала, чтобы. What I wanted to show you is that we have added. I was in December at France 24 Observers. И я хочу просто сказать, что я в декабре была на Франции 24. The channel, TV channel. Это телеканал французский. And they told me they had difficulties to get videos from Instagram and from LiveLeak and from Vimeo. Ага, и они сказали, что очень трудно извлекать видео из Инстаграма, из LiveLeak и из Vimeo. So we added in the InVID plugin there on top И here. в наш плагин InVID We added a launcher. мы добавили. So here that's to open the plugin, and here we have video URLs, and so we detect the video URLs within the code, and we find we give a way to look at the video, because here. То есть здесь из кодировки видео мы извлекаем ссылку, где она опубликована, и можно его там посмотреть. So here you can copy the link of the video. И можно скопировать эту ссылку. Then you can go to the plugin and use the link. Вернуться в плагин. And use the link in the different here, for Опять же instance. с этой ссылкой на видео уже идти в разные разделы и. But you can put also the video in your browser. А также можно его просто в браузере забить. And then you will be able even to download the video. И тогда можно будет даже скачать видео. So it takes the Wi-Fi is a bit slow. Здесь слабоватый Wi-Fi. So here I can segment it. So if I go submit, we will see whether it comes back. И опять же здесь можно разбить его на сегменты. So it was a way to tackle more videos, more diversity of videos. То есть таким образом мы получаем доступ, более легкий доступ к видеороликам. And just to show you also, we have a feedback mechanism. Да, тут у нас есть форма для обратной связи. Okay, so here is the video of the guy, and here, if you click on this button here, Ага, и вот если на эту кнопку здесь you can download the video. нажмете, можно это видео скачать. And here we have all the thumbnails. So we have the thumbnails here. И здесь все вот эти кадры.
If I want more, I can press here and Yes, get more the- thumbnails. More, sorry, that's keyframes, but not thumbnails. And here you have all the different scenes of the video. And then here you can use the right click and use the contextual menu for Magnifier, Google, Baidu, Yandex, and Ну, опять же, то же самое с раскадровкой можно сделать, да, правой кнопкой на меню нажать и выбрать либо увеличить имидж, либо загнать его в поисковик. So I'll show you this. Okay, so here you can retrieve the videos. Yeah, the feedback mechanism, it sends us a message. So we ask just for a name. It can be a fake name or a fake email, but we will not be able to answer to you. So, Можно использовать, здесь можно в форме использовать не настоящее имя, даже не настоящий email, но просто если будет неправильный email, мы не сможем с вами связаться и вам ответить. so that's instant feedback because that's interesting for us to get as much feedback as possible. Да, и это такая форма мгновенной обратной связи. Мы очень ее поощряем, чтобы сразу получить отзывы от тех, кто пользуется плагином. So if some service is not working, for instance, Если, например, что-то вдруг не работает, if you have some idea about adding some feature, или у вас есть какая-то идея, что туда можно добавить, какой дополнительный инструмент, or some good use case that you have found, или какой-то хороший кейс, который вы обнаружили, some success story that you have with a plugin or this kind of thing. или какую-то историю успеха, да, что вы использовали этот плагин и вам удалось там провести какое-то расследование. So everything is interesting for us in terms of Нам feedback. все это интересно, поэтому, пожалуйста, пишите. Even in Russian, because we can, I have a colleague who can translate. Даже пишите по-русски, потому что есть коллеги, которые могут перевести. Okay, and we have also a permanent survey. И также у нас есть опрос, But that's in English, this one, но он на английском. with a question about all the features. Да, опять же, там и вопросы, которые касаются всех вот этих инструментов. Yeah. And the last thing I wanted to show И you. последнее, что я хочу вам показать. Yes. Stopfake.org is using our plugin, StopFake тоже использует наш плагин. and they made a tutorial in Russian. И они сделали инструкции, видеоинструкции на русском языке. So they are using our video as well to explain, but they are explaining a few things about the plugin. Ну, то есть они используют те же самые видео, да, но они просто на русском языке написали инструкции, как использовать этот плагин. And they have tutorial with some videos in Russian. That's a famous case. Yes. Very interesting. And explaining. Okay, so explaining with Russian use case. И они как раз используют этот российский пример, ну, то есть демонстрируют работу этого плагина на этом примере. And last but not least, very last. Да, уже самое последнее, но не последнее по значимости. Надо по-другому рассказать. Там видео. Как раз. Как они пролистают. Ой, а вот просто интересно, он сам посмотрел этот русский пример? Just curious, you know, if you saw this Russian example. Ведь этот распятый мальчик видео не фейковое. Это женщина снимает натуральным образом. Там надо другие инструменты использовать для того, чтобы фейк скрывать. Be interested in using different tools because the video itself wasn't fake. It was like a real interview of a real woman. So in terms of technical, I mean, it wasn't altered. It wasn't like it was an interview of a woman who told that this boy was crucified in the central square. Тогда почему они этот пример используют? Это неправильно. Ну, это все фейк. Тогда им надо сказать об этом. Просто этот пример не показывает возможности вашей платформы. Поэтому коллегам надо сказать, что это не лучший вариант, который они сделали. Yeah. It's not demonstrable as a technical. Yeah, maybe it's possible. But most of the big majority of the fake that we see are decontextualized videos and pictures.
videos or pictures from the past reused for another purpose. Ну, большинство примеров, которые мы видели, они касаются как раз, когда картинки и видео вырваны из контекста, да, то есть с измененным контекстом. Там не понял, там принципиально как раз не это. Там про персонажа и про другой тип проверки источников. Ну, мы поняли, здесь согласился, да, но просто все остальное как раз именно позволяет найти первоначальный контекст. Это мы поняли. Просто говорим, что тем самым неточное видео по-русски репутационно не помогает продвижению хорошего инструмента. Вот и все. It's just, stop Нет, fake. там просто украинский, Since they're using this украинский. example, they might Ну, в not этом demonstrate в этом проблема. plugin, because it's sort of a wrong example to demonstrate all the opportunity. Because it was a fake story, but not fake. Вот даже пример с избиением гораздо лучше показывает возможности системы, потому что там So там like другой this уровень фейка. example of the assault by the rape of this aggressive patient Yes. is the best example, the better example. No, it's not a better example. We have more. No, like I mean, like it Yeah, it's a better demonstrates example. more Yeah. than this Это more first channel ability story. system, of course. Okay. Они хорошо показывают там все обсуждения, и что этого видео съемки распятия не было. Но это с точки зрения Ну, это не фейк-видео, это возможности фейковая история, но не фейковое видео. это не демонстрация. Yeah, so probably, yeah, this doesn't demonstrate the full Okay. range of the instrument. Just last thing is that the code of the plugin is in open source. И этот плагин находится в открытом доступе, And so that it's available in open source. код его. The code, but not the services that we are calling from the Greek Institute of Computer Science. Ага, и мы используем вот Греческий институт компьютерных технологий. But at least four features are coded inside the browser. They are coded inside the plugin. 4 of the 7 features. So, То есть нужно все равно как-то зарегистрировать. so analysis, keyframes, and forensic are distant features. То есть есть, получается, инструменты, которые вас переносят, ну, как бы используют аутсорсинговые, как сказать, инструменты. And thumbnail, Twitter search, magnifier, and metadata are coded locally and open source on the code. И вот эти 4, вот с кадров, да, Twitter search, они как бы закодированы уже внутри плагина и как бы в открытом доступе. То есть получается, что некоторые отсылают вас к другим источникам. So these those features that are not in the plugin, they might be, you have to register for them or you have to like subscribe to Yeah, them. no, we have to find some kind of agreement to use it. So if they like install this plugin, they I know will it will work. It will work. I mean, I'm just talking about open source code that some developers could reuse to make something new. И мы сейчас говорим даже не о том, что не все фичи как бы этого плагина можно использовать, их можно все использовать. А если мы говорим о кодировке, то есть есть коды, которые в свободном доступе, которые можно использовать, чтобы сделать что-то новое, да? А есть коды, которые кому-то принадлежат, и нужно договариваться о партнерстве. Yeah. For example, if some Russian developer will make a new feature for the contact us, then it could be added to the plugin directly, and it would help. And if that's open source, it could enhance the plugin. То есть, например, если кто-то захочет из российских разработчиков сделать здесь дополнительную фичу по поиску ВКонтакте, например, да, то ее можно будет там добавить в этот же плагин. Or it would be possible. Если оно использует открытый, да. Or it would be possible also to translate all the whole plugin into Russian. Да, или там, не знаю, захочется перевести кому-то весь этот плагин, да, чтобы с инструкциями на русском языке. Спросите, а монетизировать не планируете, да, этот инструмент? Do you plan to monetize this бесплатно? Will it be free? У нас, как обычно, Because Right now, sometimes people get a good instrument that works and they want to Yeah, of course. get We want to make it free,
We are developing another application which is supposed to be commercial. Ну вот этот мы хотим использовать, чтобы люди использовали бесплатно. Мы сейчас другое приложение разрабатываем, которое хотим с коммерческими целями распространять. So we made a freemium model. Freemium. Freemium. Let me check. Like premium free? Yes. Тут платный будет круче, видимо. So this paid Тематические tool задачи. more complicated and sophisticated. Yes. Да, вот конечно более. Ну да, коммерческий будет, наверное, Okay, более but freemium in motion as well. Это уже, да, может там компания, уже аналитика. Это аналитика бизнес-разведка. компании. Вот это мы хотели делать премиум, да, и условно бесплатный. So the idea, for instance, is if a big media is using it for many videos, then we may ask them to pay for a dedicated server. Then we would, like Skype, you know Skype? Like Skype. Like That's free of charge for most of the people. If you have specific needs, then you may pay for it. Ну идея в том, что если какие-то крупные СМИ хотят использовать, ну хотят прогонять слишком много, например, там видео, да, может быть как-то сделать так, чтобы они платили налоги со скайпом, то есть для обычного пользователя основные функции бесплатные, да, но если вы хотите какие-то особенные под себя задачи решать, то тогда уже нужно платить за премиальный аккаунт. And all the work we have done has been funded by the European Union. И всю вот эту работу, которую мы проделали над плагином, она была финансирована Европейским Союзом. And we have applied for 2 more projects for И next year мы подали заявки на еще 2 проекта в следующем году. on verification. И тоже они касаются верификации. To go on and to build on top of what we have made already. Ну да, чтобы дальше развивать и как бы делать еще дополнительные инструменты, дополнительные функции из того, что мы уже сделали. Вот как бы над тем, что мы уже сделали. Окей, спасибо. Спасибо. Можно задавать, мы, в принципе, уже задавали, но еще если какие-то вопросы есть. Мне вот интересно, они же, наверное, знают опыт Storyful, они тоже начинали как платформа такая для факт-чекинга, а сейчас это компания, которая для бизнеса больше работает. Может, они как-то... Maybe you know the model and maybe you try to do the same, no? Or it's different? No, the Storyful is an agency. No, what agency? And Storyful, it was sold already to, I know the founder, Mark Little. He was a TV anchor for the Irish television. Но Storyful немножко другая история, это агентство, да, и сейчас они уже проданы, я знаю их основателя, который раньше был на ирландском телевидении ведущим. And Storyful was, yes, Irish, yes. And you know Mark Little, no? Yeah, not well, yeah. And it was sold to News Corp for $25 million. Была продана новостной корпорация News Corp за $25 миллионов. And they are struggling. It's not very easy to make money already with, but they are doing only the content. So they are providing content. Поскольку они предоставляют контент, на самом деле не так уж легко делать из этого деньги. And now they are starting to move also for branding content, not news content, but more Storyful. И они сейчас еще, тоже как сказать, они от новостного контента, да, продвигаются брендированного. Они, как я понял, находят какие-то видео, подтверждают их достоверность, покупают права и быстро перепродают, например, там, новостникам или бизнесу. Да, выгодно у них модель интересная, на это направление. То есть они как ставят свое... Да, чисто типа, права, да, и пруфы дают, как бы, что видео. Видео, контент. So we are not selling content. А мы не продаем контент. Okay. So, and our idea is first to make impact. I mean, of course, the European Commission also is asking us what kind of economic activity we can generate from that. But I prefer to keep this. And if I put the code in open source, I decided it. And just wanted to make sure that this kind of tool, because all together we need this kind of tools. Да, потому что на самом деле наша идея вот именно предоставить такой инструмент, да, конечно, Европейской комиссии, которая там нам дает финансирование, тоже задает вопросы, как мы можем это монетизировать. Но вот я принимала решение о том, что это
кодирование все должно быть в открытом доступе, просто потому что вот всем инструмент такой нужен. And after it depends also the cost of maintenance of those tools, because here we have quite little cost in terms of not too much cost from the server side, so it's not costly for us to give it. You mean like but you already developed it? So Yeah, I mean the way that people are using it is not costing a lot of money. Уже когда разработан этот плагин, то, что люди его используют, это как бы нам уже недорого стоит. Как бы каждое использование. Поэтому мы предпочитаем отдавать так. Ну что, мы сделаем перерыв? Спасибо, было очень интересно. Thank you very much. It was very interesting. Мне очень понравился момент, где вы использовали вот этот лейбл насчет того, что это фейк-ньюс. С учетом вот этого когнитивного искажения. Yes. И как раз в этой связи вопрос. Yes. Пропаганда довольно широко использует разные механизмы, не только фейк-ньюс, но и, например, хейт-спич или какие-то другие методы управления собственно, сознанием аудитории. И делается ли что-то вот в этом направлении, или пока все сосредоточено только на фейк-ньюс? Просто мы вот, да, пока так. Yeah. Well, propaganda is part of this fake news big umbrella, no? Да, но пропаганда тоже часть этого зонтичного феномена, да, фейк-ньюс и так далее. Скорее наоборот. Maybe vice versa, like fake news is part of it again. And well, that's part of the big picture. Вопрос, да. То есть это тоже присутствует в картинке. And there are already studies about propaganda. Да, есть, конечно, исследования пропаганды. Since a long time. Уже с давнего времени. You have the Edward Bailey's book Propaganda, 1928. Эдуарда Бейлиса 1928 года. Edward Bailey was the double nephew of Sigmund Freud. Who was it by Sigmund Freud? Double nephew of Sigmund Freud. Он был племянником Зигмунда Фрейда. And he wrote this book. He was part of the commission, Creek Commission, during the First World War, to decide the American people to join the First World War against the Germans. И он был частью комиссии в ходе Первой мировой войны, которая решала, что американские солдаты присоединятся к Первой войне или нет. In his book, there's something very interesting. He designed the campaign to help the tobacco industry to make half of the humanity, of humankind, smoking. The remaining half. To smoke? To smoke. И в его книге есть очень интересный пример, как половину человечества, которое не курит, да, заставить курить. And this remaining part is women. Не курящая половина человечества это были женщины. And they use the suffragette, what do you call that? Suffragette. They use the suffragette to make advertising for cigarettes. И использовали суфражисток, да, получается, чтобы делать свободу равных прав, да. Да, like equality of rights. И на звезд использовали, ну, for women in the 20s and 30s. То есть для женщин в 20-х и 30-х It was getting the right in front of men. Это вот получить некое право курить в присутствии мужчин. So the tobacco industry with the propaganda Вернее, people не присутствовать, как бы показать мужчинам, что у нас это managed есть to право get all the курить. women smoking as Да, well. и вот таким образом всех тоже женщин подсадили, ну не всех, And using the independence of the movement of independence of feminism and independence for their own benefit. Как использовать движение за независимость, да, и за равные права, чтобы как бы
протащить свою идею. So that's a very good reading. That's a very interesting reading. На самом деле очень интересная книга. И, Мы разбираем этот кейс со студентами. we analyze this case with our students. And but you have Noam Chomsky has written about propaganda. Наум Хомский тоже писал о пропаганде. And on our side, we have applied for 2 more projects for European Union. И с нашей стороны On вот мы fake news. еще раз подали And заявки на 2 one on проекта. the fake news and propaganda. Как раз один касается фейковых новостей, а второй фейковых новостей и пропаганды. Working on transnational propaganda, or especially on TV and web. So transnational И propaganda это between такая different countries. транснациональная программа, проект, как пропаганда используется вот между разными странами. And working also on sexism against women, especially И также because there's you can analyze как работать с through сексизмом. natural language processing the sentimental analysis. For instance, you can analyze whether some reports are targeted against women, for instance, or downgrading women's politician women's or leaders. And so we plan Там to инструмент, work on который that. позволяет анализировать текст, да, является ли он там сексистским, содержит ли признаки дискриминации и так далее. То есть проект будет посвящен таким проблемам. If we get funded by the European Опять же, если мы получим финансирование Европейской Это комиссии. очень здорово. Я правильно понимаю, что вот этот проект еще не существует как So this project doesn't явление? exist as a project, you just applied for funding. We wrote 80 pages and we gave it to the European Commission and Так, we мы hope for написали results. 80-страничную We hope for заявку, results in July. подали в Европейскую комиссию, ждем результатов в июле. Понятно. Спасибо. Буду следить с Yes, нетерпением. we'll Просто follow your news and мы очень интенсивно в наших курсах по критическому мышлению in our courses on critical thinking. работаем. Институт общественных наук РАМФИКС. Liberal Arts Institute College. for Public Science, it's a famous university here in Moscow. Ранепа, Москва. Мы очень интенсивно со студентами работаем как раз по We анализу work with our students very closely. по анализу пропаганды Analysis of и propaganda. медиа именно с точки зрения герменевтики, структурной лингвистики, форм социального мышления. Вот. И просто я вижу явную нехватку материалов вот с этой стороны. Да, и было бы очень, конечно, интересно посмотреть на проект. I have plenty of visit cards. So Ага, у меня I есть can. много карточек, которые я могу А where we раздать. can follow you? Only on site, or maybe Twitter, maybe Facebook, maybe you have some public Facebook, page? I don't use it. Don't use it? Facebook я не использую. I have an account, but just to look, not Есть to аккаунт, give я my там data to make Zuckerberg, to make я sure только everybody. читаю, да, ничего там не пишу, чтобы Цукерберг не взял мои данные. So yes, I'm on Twitter. Я есть в Твиттере. On Twitter you have the 2 accounts. Yeah, the InVID account and my account here on Twitter. А вот в Твиттере есть аккаунт персональный, есть аккаунт InVID. I'm on LinkedIn as well, and I have my visit cards I can give you. На LinkedIn тоже есть. Но у нас заблокировано. Вообще, спасибо вам большое, потому что это замечательная история, которой очень давно не хватало, чтобы она была так удобно устроена и для редакции, и для тех, кто преподает эти курсы. Мы вот все сейчас говорим, что расширить, там самого плагина и все, что вы собираетесь делать дальше. So we're very much interested in this plugin and everything you're going to do in the future. This is very useful for us and it's developed here and used here. А у меня только вопрос. А вы не пытались все-таки, раз уж вы так не любите, понятно почему, господина Цукерберга, предложить Фейсбуку, а то вот они там миллиарды уничтожают сейчас, вот могли бы воспользоваться и деньги бы подкинули? Facebook, you mean? Yes. No, Facebook. Well, yes, at some point. But my company has an agreement with Facebook, and we have a fact-checking blog.
Yeah, fact-checking blocking. Да, у нас есть соглашение с Фейсбуком, и у нашей компании есть Facebook is по факт-чекингу. Yes, fact-checking, but yes, that's called factual.afp.com, that's in French. Но на французском языке. So we put this big false here, fake. Ага, и тоже мы здесь вот этот большую надпись. Oh, it's just a fake story saying there was 20 millions of Muslims in France. In fact, that's 5 million. Фейковая история, что во Франции уже 20 миллионов мусульман, на самом деле 5 миллионов. Yeah, that's 21 millions of kangaroos in Australia, killed by genetically modified wheat. 21 миллион кенгуру австралийских погибли из-за генетически модифицированных продуктов. So all of this is from Facebook. И все это берется с Facebook. And Facebook is paying. И Facebook платит за это. But yes, but I'm afraid that this is bread for today and hunger for tomorrow. Hunger? Yes. Hunger. То есть сегодня это наш хлеб, а завтра это наш голод. Why? Because Facebook is learning from the humans. Потому что Facebook уже учится у людей. Is automating through algorithms after. И автоматизирует свои алгоритмы. So at one point we make everything automatic. И в какой-то момент все будет уже автоматически. But I'm talking to Facebook to get APIs, so application programming interfaces, to be able to look at pictures on Facebook. Но я уже веду переговоры с Фейсбуком, чтобы они сделали вот эту систему анализа свою, да, которая анализирует картинку. Так что вот они вот могут с вами, конечно, сотрудничать. Yeah, they cooperate with the media, but you never know with Facebook if I'm not doing it Денис говорит, что мы, конечно, всегда сотрудничаем с медиа, просто с Фейсбуком никогда не понятно. Они у тебя научатся каким-то механизмам, а потом их автоматизируют. Есть, ну это понятно, но в какое-то время дальше вы придумаете что-нибудь еще, а пока сумеете гонку, вернее, гонка сетевых отношений. cat and mouse. For social media, for the users. Yeah, so there are a lot of needs. Ну да. Ну, Facebook самого много тоже разных. Конечно. Спасибо большое. Thank you very much. Спасибо.